Это точно не перс. Кошка в приюте родила странного котенка, и когда он подрос, пришлось срочно звать заводчика. Дело было в 1987 году в одном из приютов для бездомных животных штата Монтана. Простая уличная кошка беременеет и рожает 4 котят, и делать нечего. Может, животное пришло с приплодом, а может, в приюте не доглядели, уже не важно. Котят ведь всегда забирают охотнее, чем взрослых животных. Однако по мере роста котят, волонтеры стали замечать странности во внешности одного из них. У котенка была кудрявая шерсть, чего никто из работников приюта никогда раньше не видел. Когда котенок подрос, это стало бросаться в глаза. Котенок как будто был с укладкой, ветеринары не могли понять, в чем дело, и тогда обузнала мисс Джерри Ньюман, заводчица кошек персидской породы. Ветеринары с удовольствием отдали котенка Джерри, и заводчица, осмотрев малыша, заключила, что это не перс. Однако ей было очень интересна молодая кошечка, и женщина решила попробовать получить от нее котят. Так котенок переехал в питомник персидских кошек, где получил имя мисс Дипеста. По словам мисс Ньюман, животное было с очень шкодливым характером, постоянно что-то крушащее, требующее внимания. Наряду с кудрями это все смотрелось весьма потешно. Однако, когда кошка выросла, заводчица познакомила ее с породистым котом и стала ждать, пока природа сделает свое дело. Вскоре Дипеста и сама родила котят от персидского кота, и несколько из них были с кудряшками. Это означало, что ген отвечающий за кудрявую шерсть доминантный, и есть большой шанс пустить эту особенность дальше с другими поколениями. Так Дипеста стала матерью и родоначальницей весьма дорогой популярной породы кошек Силкир Крекс. Этот случай еще раз доказывает, что брать животных из приюта – это не только доброе дело, ведь туда попадают самые интересные разновидности собак и кошек, и, к слову сказать, многие модные породы произошли именно из приюта. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.